Привет, друзья! В юности я очень много вышивала крестиком. Это было какое-то наваждение. Я вышивала часами, 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 когда слушала музыку, слушала радио, просто в тишине, когда о чем-то думала. Это просто была моя главная активность. Сейчас я рефлексирую на эту тему и думаю, что я, наверное, была как такая куколка, которая формировалась вот таким вот образом, таким медитативным, и потом превратилась все-таки в бабочку. И я вышивала, и я прекрасно знала, что на любую вышивку уходит просто уйма времени, просто уйма. То есть, чтобы вышить вот такой квадратик, не знаю, нужно часы, и поэтому все вышивки, которые у меня были, а их было довольно много, я понимала конкретно, сколько я в каждую из них вложила энергии, времени, сил и так далее. И в конце концов, сколько я в них вложила моей медитации, моих мыслей, моих чувств и так далее. Все это было пропитано вообще моими эмоциями, моими чувствами и так далее. Я очень относилась к ним бережно и как к частичке себя. И некоторым очень избранным людям я эти вышивки дарила. Избранным людям в очень избранных ситуациях, потому что, опять же, для меня это была как огромная часть меня. Я дарю человеку часы вообще своей жизни и большое количество своих усилий. Думала все время дважды, подарить человеку мою вышивку или нет. Это был для меня самый ценный подарок. У меня была подружка, такая приятельница, мы с ней познакомились, и она была из другого города, и она меня туда пригласила к себе. И город был очень красивый, старый, русский, и поездка эта очень была для меня волнительна. Я очень рада была, что туда еду, что еду к ней. И я думала, вот в качестве такого аванса ей, не подарить ли мне ей вышивку? Конечно, мне не хочется, мне это слишком, честно сказать, щедро вот в этой ситуации. Вышивками сами я не разбрасываюсь, но, не знаю, так все романтично, этот город, такая ситуация, она все-таки особенная для меня эмоционально. Может быть, все-таки подарить ей вышивку. Но я об этом думала, мне было жалко, потому что, опять же, для меня это была огромная часть моей души. Я приезжаю в этот город, мы с ней гуляем, проводим время вместе, а вышивку я пока ей еще не подарила, думала это сделать в конце. И вот все так отлично, город просто изумительный, все просто волшебно. И вот, в принципе, я уже готова уезжать. Я ей говорю: слушай, у меня еще для тебя есть подарок. И я так все это обставляю, что это такое, что-то очень такое особенное. У меня есть для тебя подарок, и да непростой. И делаю такое выступление к этому подарку и протягиваю ей большую, очень красивую вышивку в рамке. Вся трепеща, предвкушая, как она сейчас будет говорить: о боже, какая красота, так вообще вау. Она берет ее и смотрит на меня и говорит: да, я понимаю, у нас сейчас тоже в семье проблемы с деньгами, мы сейчас тоже дарим подарки, сделанные своими руками. И куда-то ее отставляет в сторону. С тех пор я стала думать не дважды, а 5 раз, прежде чем кому-то подарить свою вышивку.